Всем привет! Вы на канале Креативный слой. С вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! Недавно мы были в кино, фильм назывался «Дюна». Практически все действие фильма происходит в очень красивой пустыне. Поэтому мне пришла в голову идея сделать эффект пустыни своими руками. Для этого я буду использовать сухую полимерную шпаклевку. А также нам потребуется микрофибра. Это полипропиленовое волокно, которое добавляется в состав для того, чтобы его армировать, чтобы он не трескался в дальнейшем. У меня торговой марки Zika. Я его уже отмерила в баночку. Выглядит он вот так. Эта фибра похожа на синтетическую вату, и при попадании в воду она расходится мелкими волокнами. На 2,5 кг сухой смеси я буду использовать 3 грамма фибры. Я ее потихонечку добавляю в воду. Она набухает, потом ее необходимо будет хорошо размешать. Добавляю я ее постепенно, чтобы она не была одним комком. Да, и кстати, на 2,5 кг полимерной шпаклевки у меня здесь отмерено где-то 750 мл воды. Хорошенько размешали фибру с водой и переливаем ее в большую емкость. И в эту же воду добавляем сухую шпаклевку. Добавляю ее по чуть-чуть и постепенно размешиваю. Добавляю я ее не спеша. Времени с полимерной шпаклевкой достаточно. Главное, чтобы она хорошо разошлась вместе с фиброй, чтобы распределилось волокно как можно равномернее. То есть немножко я добавила, слегка еще размешала, пока смесь жидкая. Если смесь у вас получается слишком густая, то можно немножко добавить туда еще воды. Консистенция шпаклевки должна получиться такая. Не очень густая и слегка стекать со шпателя. Вот таким образом она должна быть. Вот. Для нанесения я буду использовать просто вот такой 10-сантиметровый шпатель. То есть очень широкий не нужен, достаточно будет небольшого. Также потребуется щетка для формирования рисунка. У меня обычная щетка обувная с мелкой щетиной. Такую щетку можно купить в любом хозяйственном магазине. Какую-то специальную покупать не нужно. Наносить я буду по диагонали шпаклевку. Сначала тонким слоем. Делаю я такие мазки, заполняя всю поверхность. И вот таким равномерным слоем заполняю небольшую площадь, где-то в пол квадратных метра, двигаясь по диагонали. Толщина нанесения должна быть где-то 1-2 мм, где-то можно до 5-6 мм нанести. И сразу же при помощи щетки формирую рисунок, делаю небольшие волны. Провожу таким образом, делая линию саму по себе не очень острую, плавную, чтобы она не была слишком прямой. Можно менять угол направления щетки, если она чуть-чуть уже начинает забиваться. После того, как сформировали рисунок щеткой, от нее остается такой вот рисунок. Он достаточно грубый. Чтобы избавиться от него, необходимо кисточкой сделать крест-накрест движение. Таким образом я приглаживаю поверхность, то есть избавляюсь от следов щетки и создаю дополнительный рисунок. При приглаживании кисточкой очень хорошо уходят все эти следы от щетки. И прорисовывается вот эта микрофибра, которую мы добавили в шпаклевку. Получается достаточно интересный рисунок. Места также стыков не стоит бояться, то есть если будут где-то наплывы, наслоения, они будут в дальнейшем естественно и хорошо смотреться. То есть я свежий слой шпаклевки наношу рядышком стык, а потом слегка натягиваю на место уже подсыхающей шпаклевки, чтобы был такой наплывчик. Он в дальнейшем будет очень красиво и естественно смотреться.
В процессе нанесения, если вы видите, что у вас где-то не хватает рельефа, всегда можно добавить. То есть свежую шпаклевку наносите на подсыхающие места и также щеткой и кисточкой разглаживаете. Шпаклевку, в которую добавили фибру, очень хорошо держит форму. Плюс она не трескается со временем, как я говорила, и по этой причине можно ее наслаивать, не дожидаясь полного высыхания. Заканчиваем формировать фактуру и оставляем поверхность до полного высыхания в течение суток. Шпаклевка наша хорошо высохла. Теперь поверхность стала очень прочная, жесткая, но неравномерная по цвету. Поэтому ее необходимо окрасить водоэмульсионной краской. Для этого я буду использовать Курила Евро 7. Наносить ее буду валиком с длинным ворсом. Наливаю я не очень большое количество. Набираю на валик. Чтобы краску меньше впитывал валик, я его предварительно смочила водой. И прокрашиваю всю поверхность. Стараюсь сделать это как можно равномерней, чтобы цвет был однотонный и в глубине, и на вершинах. При выборе краски выбирайте ту, которая имеет небольшой блеск. В дальнейшем на такой краске будет проще работать. Покрасили всю поверхность, далее оставляем краску до полного высыхания, это займет часа полтора-два. Прежде чем мы будем окрашивать поверхность в цвет песка, я хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой канал и на Instagram, ссылка на который находится в описании под видео. А окрашивать поверхность мы будем золотистой краской, делая максимально легкий эффект. Для этих целей я выбрала краску Декоразо, называется Metallica Ora, и разбавлять я ее буду 1 к 1 с водой. И хорошо перемешиваю. Далее при помощи 2 губок будем наносить на поверхность. Одну губку я буду прокрашивать золотистой краской, а вторую держать мокрой и чистой. И натирающими движениями прокрашиваю поверхность. Стараюсь не давить на губку. Потом беру сразу же мокрую губку, но чистую. И еще раз прохожусь по выступающим участкам. Ну и такая специя хорошо подчеркивает фактуру. Прям создается ощущение того, что мы на арахисе добываем. Конечно, шутка. Но так эффект получается очень близкий к эффекту песка. Хоть золото и разбавлено водой, а такой глянец прям вообще хороший блеск дает. Ну, сама по себе эта краска, она очень насыщенный такой золотой цвет имеет. Для равномерности цвета я буду наносить 2 слой. Делать это нужно через час после нанесения первого. И наношу точно таким же образом, круговыми движениями, также двигаясь по диагонали, создавая неровный рваный край. Ну и 2 слой, как вы видите, он выравнивает поверхность, то есть поверхность становится чуть темнее и более однородно блестящая. Ну и за счет 2 слоя какие-то углубления, которые вы пропустили после 1 слоя, хорошо укрываются. И поверхность вся более однородно покрашена. Закончили наше нанесение. Дадим поверхности полностью высохнуть. Далее покажем, что у нас получилось чуть поближе и подведем итоги.
Поверхность наша полностью высохла. Смотрите, как она хорошо блестит. Глубина очень хорошо подчеркнулась за счет золота. Ксюша, можешь показать этот образец другой, который у тебя? Да, есть вот такой другой образец. Он сделан из другого материала. То есть это материал именно декоративный, тоже с волокном. При этом покрыт сверху другого вида золотистой краской. То есть разница, вот смотрите, она видна. Все будет зависеть от того, какую вы краску выберете, насколько она будет иметь оттенок. Ближе к желтому, либо ближе к рыжему цвету. Золото, оно немного такое, да, розоватое, какое-то в красноту уходит. Да, вот это золото, оно именно где подсвечивается, оно такой именно желтый цвет имеет, то есть солнечный оттенок. Там, где он находится в тени, он более такой розоватый, песочный оттенок. То сколько приблизительно вот этой золотой краски нужно на квадратный метр? Но у меня ушло где-то порядка 50 грамм на квадратный метр при разбавлении с водой, с учетом того, что наносила золотистую краску в 2 слоя. Это очень экономичный в расходе способ нанесения, то есть опять же губка минимально наносит это количество, плюс она разбавленная. Все-таки не настолько плотный цвет будет золота. Можно, например, да, использовать больше песочный, какой-то светлый песочный оттенок и сверху нанести не золото, к примеру, если вам не нравится блеск золота и излишне не хотите его добавлять, то можно просто воск матовый, но более темного цвета, к примеру, какой-то более такой терракотовый оттенок. Самодельный, да, можно сделать воск? Как в видео мы делали. Можно самодельно, но тогда его нужно будет покрыть сверху лаком. Все-таки здесь очень маленькая фактура, маленький рельеф, поэтому лучше все-таки сверху покрыть. То, что мы использовали обычную сухую полимерную шпаклевку и добавили в нее небольшое количество фибры, это очень дешевый материал. Расход на такое нанесение будет большой, то есть здесь рассчитывайте где-то 1-1,5 килограмма на квадратный метр. Все зависит от того, насколько сильный рельеф вы хотите и насколько ровная у вас поверхность. Если она сама по себе кривая и сильно впитывает, то расход будет ближе к 1,5 килограмма на квадратный метр. А на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, также на страничку в Instagram. Там я выложу фотографию предыдущей работы и этой, и вы можете вблизи сравнить, насколько видна разница между дорогим и дешевым материалом. Также оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. До новых встреч, всем здоровья, удачи, пока! Ну что? Громко, балдежно. А чего? Поверхность полностью высохла. Хорошо она выглядит. Фибра, микрофибра. Штукатурка с добавкой в виде фибры, либо другого волокна, она стоит на порядок дороже, чем обычная. И Вот. поэтому ты такая серьезная, да, и грустная. Так как в составе есть армирующее волокно, такая шпаклевка, она не будет трескаться. То есть это подойдет для новостройки, к примеру, либо если у вас загородный дом и стены там шатаются. Шатал, я твой дом шатал. Я шейхолод, я твой дом шатал. Его съел. Шатал. Такая шпаклевка с микрофиброй подойдет для поверхностей, которые подвергаются, так сказать, деформации. То есть это новостройки, к примеру, либо загородные дома недавней постройки. То есть будет держать именно микротрещины. Говорю какую-то чушь.